Мне кажется, что я больна не вами. Одна из наших подписчиц, Ирина, спрашивает, как у меня возникла идея создания балетных классов для взрослых. От безысходности. Когда танцовщики заканчивают танцевать, им чем-то надо заниматься дальше. Кто-то пробует ставить, кто-то пробует администратором работать или режиссером спектакля. Но в основном самое простое – это идут преподавать классический танец. Ну вот в моем варианте это было легче всего. Слава богу, это совпало с моим характером, и вроде как у меня неплохо получалось. Все началось очень давно, я закончил танцевать, приехал из Америки сюда и поступил в Московскую государственную академию хореографии на педагогический факультет. Там буквально, по-моему, через год меня попросили стать ассистентом у знаменитого преподавателя очень. И уже через полгода преподавания, будучи вот как ассистент, я, собственно говоря, взял этот класс и вел его. Параллельно с этим надо на что-то жить же. И я устроился был такой фитнес-клуб «Планета Фитнес». И они организовывали танцевальную студию на Мосфильме. Сам к ним пришел, говорю, давайте я вам балет буду преподавать. И как бы начал преподавать балет. Было очень тяжело. Было ужасно совершенно. Потому что тогда в Москве балетных студий еще, наверное, было одна или две. Или вообще нет. Одна или две были уроки для взрослых. Обо мне никто не знал. В моих уроках никто не знал. Да я еще и тогда преподавать не умел. Это только начало было. И на моих уроках иногда вообще никого не было. А иногда было 2 человека. Ну, с этого началось все. А по-настоящему до этого, до Москвы, я начал преподавать в Америке взрослым. Вот, в Америке это всю жизнь популярно было. Вот как сколько балет в Америке существует, столько существуют уроки балета для взрослых. Но, собственно говоря, в России тоже уроки балета для взрослых. Очень давняя история. И в мое детство были уроки балета для взрослых. И знаменитый Петр Антонович Пестов преподавал взрослым в ДК ЗИЛ, по-моему. У меня есть вырезки из журнала «Огонек» 70-х годов, где в Днепропетровске, по-моему, или в Донецке взрослые устраивают целые спектакли. И там смешно, фотография, и партию Зарема исполняет там студентка паровоза строительного какого-то института, там что-то такое, да. А это вот светофорчик, партию там Гирея, Хана Гирея. Ну, в общем, интересно очень. Но есть у меня также вырезка из газеты 1914 год. На первой полосе, прям под шапкой название приглашаются все желающие на уроки балета для взрослых к месье Чикетти. А у меня просто от безысходности, конечно, надо же что-то делать, надо на что-то жить. Даешь уроки, зарабатываешь денежку какую-то. Я хочу преподавать хорошо. Ну и мой педагог Пестов, он как бы сделал такую не очень хорошую вещь с нами, со своими учениками. Если ты чем-то занимаешься, ты должен быть лучшим. То есть ты должен об этой, хоть и узенькой сфере, знать абсолютно все. От начала и до конца. Ну, поэтому и пошел учиться. Хотел знать все. Подписчица Ната спрашивает про то, как себя мотивировать, когда ты начал заниматься балетом уже не в молодом возрасте. Как я себя чувствую, когда я занимаюсь, а возможности уже не те. Чувствую я себя плохо. У меня уже не так работают суставы, как раньше. Не такие мягкие. У меня для того, чтобы начать заниматься уроком, мне надо для этого как минимум полчаса сидеть и разминать спину, тазобедренные суставы, локти, практически все вот важные части тела для того, чтобы оно было хотя бы хоть капельку мягким. Мне надо разогреться хорошо, и все равно, если обратить внимание на какие-то части тела, я все равно чувствую боль. То есть у меня профессиональные травмы болят, у меня болят суставы, связки и сухожилия просто от плохой погоды. То ли профессионально, то ли нет, я уже не знаю, я никак не могу это откомментировать. И, конечно же, я не могу так ногу высоко задрать, как молодые. Я не могу так вращаться, как молодые. У меня нет такой выносливости, как у детей, которых мы учим.
Но есть кое-что другое. Я внимательнее отношусь к тому, как музыка развивается, мелодия, да, развивается, как она начинается, как она заканчивается, потому что у музыкантов есть, у аккомпаниаторов есть средства художественной выразительности, темп. Они где-то замедляют, где-то увеличивают скорость, убыстряют, да, где-то звук громче, где-то тише, туше, так называемое. И для меня огромное удовольствие в уроке это исполнять движения, чтобы мои движения соответствовали музыке. То есть, чтобы не было понятно, то ли это музыка играет, и поэтому я двигаюсь, или я двигаюсь, и поэтому музыка играет. Вот это колоссальное удовольствие. И, конечно, если я сконцентрируюсь, если я буду видеть только вот эти физические достижения молодых, то я обречен. Я абсолютно не смогу ничего сделать. Если я буду пытаться ногу задирать там выше плеча, выше головы, у меня уже не получится, потому что сейчас у меня уже дорожка вниз после 28 лет. Однако у меня есть преимущество перед молодыми. Я понимаю, что такое грация, я понимаю, что такое сдержанность, я понимаю, что такое спокойствие жестов, и я знаю, как сделать так, чтобы жесты выглядели красивыми. Я знаю, как сделать так, чтобы не было видно, что у меня нет координации. Потому что координация балетная – это Божий дар, который дан не всем, а лишь единицам. Грубо говоря, на наш класс из 12 мальчиков координация была только у одного – Николая Максимовича Цискоридзе. А все остальные просто выучены настолько были классно и хорошо, что умеют скрывать, что нет координации. Так вот, урок классического танца, если обратить внимание на достижения молодых, на их форму, когда они, знаешь, не толще, чем мизинчик, когда они удлиненные, такие эльфообразные, а потом на себя в зеркало смотришь, это тупик, так нельзя работать. Не нужно зеркало, нужна музыка и педагог, который будет обращать внимание на слаженность движений и на красоту позы, переходы из позы в позу. Вот для чего нужен урок классического танца для взрослых, чтобы он просто приносил эстетическое удовольствие. Но ни в коем случае не стремление к идеальной выворотности, подъему, шагу, растяжке и так далее. Этого уже никогда не будет. Это тупик. Думать о красоте, ходить в музей, читать книги. Искусство танца, искусство движения – это всего лишь музыкальность. И еще кое-что. Вот грация и сдержанность. Потому что сейчас благодаря интернету много можно увидеть, как люди поставили телефон и снимают, как они дрыгаются. Последнее видео потрясающее. Это Бритни Спирс. Такая уже в теле совсем. Буквально вот на этой неделе она для своих подписчиков исполняет какой-то танец и ломает себе ногу. Но я думал, что видео смешно не потому, что она ногу сломала. Это мне ее жалко. Я думаю, что видео смешно, потому что она уже не в форме. И смотреть, как она дрыгается, это как-то не очень. Поэтому я бы не показывал, не стремился показывать свои танцы кому-то. Я бы наслаждался бы просто своим внутренним ощущением во время танца. Самый красивый человек, которого я когда-либо видел танцующим, это был афроамериканец, который танцевал, пожилой афроамериканец, который танцевал под мыльницу, под пластмассовый магнитофон, стоял, и люди собрались, смотрели, а он седой уже, такой танцует, и ему так классно, ему так здорово. Вот это было круто. А какие-то эти, ну там разодрались, ну ногу куда-то подняли, да чушь это все. И мотивация – это именно свой собственный взгляд на искусство. Если вы начнете думать про то, как танцуют молодые и что надо выглядеть так же, у вас ничего не получится, вы точно бросите балет или будете страдать. Мне понравилась в одной азиатской стране поговорка. Она примерно так слышится. Червячок и под подошвой шевелится.
Фигачьте, фигачьте, не сдавайтесь.